Я хотел бы добавить буквально несколько слов вот о чем. Дело в том, что усадьба передавалась под размещение общественного музея и приспособление этой усадьбы под общественный музей. Это было условие, которое поставил Святослав Николаевич Рерих. Дело в том, что в конце 80-х годов он договорился с руководством Советского Союза о том, что он свою часть наследия, которую сохранил в Индии, надо сказать, Святослав Николаевич был гражданином Индии, намерился передать в Россию. Он поставил два условия. Он передает для того, чтобы был создан общественный музей, и в Москве необходимо найти место для размещения этого музея. Для этого имеется достаточно исторических документов. Так вот, советское правительство выполнило условия Святослава Николаевича Рериха. В 1989 году был создан общественный центр-музей имени Николая Константиновича Рериха. И для его размещения было выбрано Святославом Николаевичем лично именно эта усадьба Лопухиных. Ему предложили ряд строений, но он выбрал именно это строение. И когда его спросили, почему вы выбрали такую разрушенную усадьбу, она действительно выглядела достаточно неприглядно, были трещины по всему зданию. Вот как вам сказали, вы можете или приехать посмотреть, или получить фотографии, в каком состоянии она была и какая стала. Так вот, когда Святослава Николаевича спросили, почему, он сказал, что здесь очень хорошая энергетика. И наследие Рериха его эту энергетику улучшит. Так оно и получилось. Кстати, государство обещало Святославу Николаевичу воссоздать эту усадьбу и приспособить под нужды общественного музея. Но, как известно, вскоре произошел развал Советского Союза. Правительство Москвы не нашло средств для воссоздания усадьбы. И предложило Международному центру Рерихов изыскивать внебюджетные источники финансирования. И вот тогда, в начале 90-х, в середине 90-х годов, наш руководитель Людмила Васильевна Шапошникова обратилась к общественности России и ближайшего зарубежья с просьбой помочь. И вот тогда пошли и пожертвования, поехали и добровольцы, волонтеры, и фактически и усадьба создавалась всем миром, и главное, общественный музей. Поэтому мы считаем, что общественный музей является общественным достоянием России, и не только России. Почему именно общественный музей Святослав Николаевич выбрал? Здесь тоже очень интересная история, буквально несколько слов. Дело в том, что Рерихи всегда мечтали вернуться на родину и привезти накопленные, собранные ими богатства культуры. Были обращения в середине 30-х годов, Сталин написал не отвечать и не позволили. После Второй мировой войны было обращение Николая Константиновича опять вернуться, обещали и так и не прислали вызов. И Николай Константинович ушел из жизни в 1947-м, и Елена Ивановна в 1955-м, не дождавшись приглашения. Разрешено было вернуться только Юрию Николаевичу Рериху, это старшему сыну Николая Константиновича Елены Ивановны. И он в конце 1957 года привез в СССР первую часть наследия. Огромная часть наследия, более 500 картин, научный архив, уникальные другие коллекции. И он согласен был передать это все в дар советскому народу с одной просьбой создать музей. Музей пообещали создать, но он создан так и не был. Часть картин осела в запасниках государственных музеев, а эта часть, которая осталась на квартире самого Юрия Николаевича, который вскоре скоропостижно ушел из жизни, была полностью разграблена. Я хочу отметить, что основное время разграбления происходило уже во время Новой России, то есть 90-х годов. Это все на глазах Святослава Николаевича. Но он понимал, что государство не желает сохранить и создать музей. Вот почему он пришел к мысли создания общественного музея. И еще несколько слов, буквально. Вопрос заключается в том, что музей, созданный общественностью страны, доказал свою, если так можно сказать, рентабельность и полезность для России. За более 25-летнюю свою историю музей провел колоссальную культурную деятельность, не только в России, но и за рубежом.
подчеркну только два момента. Это последние 2-3 года, уже после того, как мы потеряли финансирование основного нашего мецената, музей провел масштабный международный выставочный проект под названием «Пакт Рерика. История современности» в 17 странах мира, в том числе в Генеральной ассамблее ООН, в штаб-квартире ЮНЕСКО, в Европейской штаб-квартире ООН в Вене, в Дворце мира в Гааге. По России прошли выставки и проекта более 150 городах, и это все сделано общественной организацией. Все, что сейчас происходит вокруг Международного центра Рерика, свидетельствует только об одном, что нынешнее руководство Министерства культуры предпринимает все действия при поддержке административного ресурса по явному уничтожению нашей организации, изъятию у нас наследия Рерика и выселению в усадьбу Отмена. Мы расценим это как рейдерский захват и уничтожение общественной инициативы нашего общества. Какое будет сегодня решение суда, посмотрим. Но, как сказал наш адвокат, нет никаких оснований к тому, чтобы иск Музея Востока был удовлетворен.